Руки являются главным очарованием танца и позиции великое множество. Но не существует единой обязательной манеры, наоборот, каждая танцовщица руками рисует свой неповторимый узор. Но чтобы с чего-то начать, давайте выучим несколько движений, которые условно можно назвать базовыми, и будем их использовать в нашем танце. Итак, за первое движение я предлагаю вам взять вот это. Закиньте руки за голову и слегка откиньтесь на них. Это положение не только можно использовать в танце, но и таким образом наше тело принимает правильную позицию для цыганского танца, который танцуется со слегка откинутой спиной. Также это движение можно разнообразить, кладя одну руку на бедро, вторую расставляя за головой. И делать смену в зависимости от шага. Следующим движением возьмем руки вытянутые под углом 90 градусов. Одна рука перед грудью, вторая в сторону. Локоть чуть-чуть согнут. Кисти выполняют круговые движения, открывая и закрывая ладонь. И здесь смена рук происходит через восьмерку. Вариантом этого движения может быть одна рука впереди, вторая над головой. Или одна рука будет села вниз, вторая над головой. Главное, не забывайте прокручивать кисть. Еще вариант движения может быть следующее. Нырнем руками вниз и тут же вспорхнем ими вверх, соединив над головой, прокрутив и снова нырнув вниз. Кстати, вот это движение мы будем использовать для акцента. Чуть позже я объясню, что это такое. А пока давайте рассмотрим вариант выполнения этих движений в юбке. На самом деле практически все то же самое можно называть и используя юбку. Давайте сначала ее правильно возьмем. Рука ровно с боков, руки скользят вниз и захватывают юбку там, где есть достаточное натяжение ткани, так как юбка не должна провисать, а должна быть натянута. И здесь у нас уже не получится прокручивать кисть, но мы ее все равно докручиваем вовнутрь. Тогда у нас баланс красиво стряхивается. И перед тем, как попробовать то, что мы выучили, сделать под музыку, я хочу вам рассказать об акцентах, которые используются в цыганском танце. Танец – это рассказ, и как в любом рассказе, его необходимо интонировать. Для этого в танце служат акценты и переходы. И сразу же после нашей проходки давайте сделаем вот такой вариант акцента. Делаем глубокий выпад и выпад вперед, согнутый правой ногой, ныряем руками, последнее движение рук, которое мы выучили, и возвращаемся в исходное положение, подняв руки над головой и прокрутив. Ну вот а теперь мы вполне можем попробовать станцевать то, что мы выучили под музыку. Поехали!